присоединиться, посетить нас. По дороге буду стараться еще добавлять людей, кто будет подключаться. Расскажу вкратце о себя, кто со мной знаком, кто не знает. Меня зовут Сергей. Я основатель компании Lotus. С 2015 года изучаю, скажем, мир криптовалют. Начинал еще тогда, когда, скажем, криптовалюты не были развиты так в массовом пространстве. Помню, как мы с товарищем моим Юрием еще ходили, думали о том, что как много людей еще об этой возможности не знают. И с каждым разом постоянно углублялись, мы изучали разные технологии, у нас были различные компании, которые были результативные, нерезультативные, мы набирались опыта, изучали. И в какой-то момент времени мне говорит товарищ, мол, Сергей, ты хорошо разбираешься в криптовалютах, как бы, да, но твой фокус на фундаментальных только проектах. Говорит, а что, если мы сфокусируемся на том, чтобы понять, как вообще можно заработать, не в зависимости от того, это компания фундаментальная или нет, да? Потому что очень много проектов начало выходить, они делают большие проценты, и тут действительно ты начал задумываться, как бы ты хочешь быть в фундаментальном проекте и иметь меньше рисков, или ты хочешь заработать, но взять определенные риски как бы на себя. И в тот момент времени как раз очень хорошо начали развиваться DEX, да, децентрализированные площадки. И таким образом постепенно мы начали приходить к Lotus, да, ту компанию, которую мы основали сейчас. Более детально мы сейчас углубимся, сейчас расскажу. Я бы только хотел задать несколько вопросов. Кому не сложно, сразу поставьте единичку. Кто знает, что такое вообще DEX, да, чтобы я просто понимал, на какую глубину мне как бы заходить и, соответственно, понимать, о чем лучше всего рассказывать. Угу. Сейчас, подождем. Хорошо. DEX, понимание есть. Задам тогда другой вопрос. Кто знаком со снайпер-ботами? Что такое снайпер-боты? Пожалуйста, поставьте цифру 2. Супер. Хорошо. В целом понятно. Окей. Хорошо. Ну, тогда что же, начнем. Сейчас сделаю демонстрацию экрана. И, соответственно, начнем наше путешествие. Lotus.io – это наш домен. Вы можете перейти, посмотреть наш сайт и тому подобное. Найди свою драгоценность. Что имеется в виду? Среди этого хаоса токенов, которые выходят на рынок, потому что на рынок выходит очень много токенов, да, есть очень много обмана и скама. И наша задача посвятить те проекты, которые действительно нуждаются во внимании и имеют возможность потенциально большого роста. И, соответственно, таким образом Lotus – это площадка, которая соединяет инвесторов и отображает интересные перспективные проекты, забирая всех посредников, которые могут быть. Почему Lotus? Lotus – это духовный цветок, который зарождается в болоте, но вырастает нечто прекрасное. Также мы верим в то, что проекты, неважно откуда бы он ни был, у него есть возможность вырасти и быть действительно замеченным продуктом и иметь большой масштаб и аудиторию. А наша задача подсвечивать такие продукты, и в том числе Lotus является одним из них. DeFi – это, по сути, открытые протоколы, где вам не надо доверять тому, что говорят админы, да, основатели проекта, где вы можете через смарт-контракт, через исходный код контракта убедиться, что действительно то, что заявляется, так написано. И вы можете проанализировать любые транзакции, которые с этим токеном или вокруг этого проекта проходят. Это на самом деле очень важно, потому что это основа, для чего, по сути, создавался блокчейн. Чанпин Чжао, я думаю, он всем знаком, это основатель биржи Binance. Еще ранее он говорил о том, что DeFi – это будущее. Объемы составляют примерно от 5 до 10% от объемов CeFi, то есть централизированных бирж, таких как Binance, KuCoin, Bybit и тому подобное. Это немало. Правда, следующий бычий рост вполне может сделать DeFi больше, чем CeFi. И это на самом деле то, что мы сейчас и наблюдаем. С каждым разом ликвидности переходит все больше. То, что происходит сейчас, например, Bybit, Binance, они добавляют у себя уже возможность, когда вы заходите в их приложение, они уже добавляют возможность купить токены на децентрализированных платформах, да, но это неудобно, потому что там недостаточно аналитики. Но сам факт, если посмотреть глобально, куда рынок идет, так рынок идет в децентрализацию, в DeFi. Или же, например, CoinMarketCap или CoinGecko, они добавили у себя возможность торгового терминала, где теперь человек может покупать токены новые, которые выходят на DEX. Или, например, мы посмотрим, что Bybit недавно запустила биржу децентрализированную на Solana. То есть
люди идут туда. И, соответственно, платформы вынуждены подстраиваться под новые условия, которые есть сейчас на рынке. Ну, и это логично, как бы, что вся ликвидность идет туда, потому что, как мы говорили ранее, это открытость протоколов, открытость транзакций и тому подобное. Потому что если вы, например, делаете покупку на Binance, то ваша транзакция, она не добавляется в блокчейн, она невидима. А если вы торгуете на децентрализированных, каждый пользователь может проверить ее и посмотреть. Это на самом деле очень важно, так как блокчейн по своей природе, он создавался для этого. Полный контроль над своими средствами. Когда вы деньги держите на централизированных биржах, у вас нет приватных ключей. По сути, у вас нет доступа к вашим криптоактивам. У вас есть только просьба к бирже, чтобы они вывели как бы ваши деньги в тот или иной момент времени, когда вам это надо будет. Ну и в зависимости от правил и условий биржа уже как бы выполняет их. А в DeFi, в DEX у вас есть свой кошелек, где вы держите активы, и, соответственно, таким образом вы полностью контролируете все. Интерес блокчейнов. Что имеется в виду? Имеется в виду то, что и блокчейны сами по себе, что являются лидерами данной технологии, они заинтересованы на торговле на децентрализированных биржах. Почему? Потому что, как я говорил ранее, транзакции на децентрализованных биржах создаются блокчейны. Соответственно, блокчейн зарабатывает комиссию, валидаторы зарабатывают комиссию. Но когда торговля происходит на централизированных биржах, то происходит просто обмен. Поменяли это на это, либо это на это, да, и, соответственно, сама транзакция не отображается в блокчейне. Другое – это регуляция, то, что она тоже с каждым разом приходит, но в DeFi она как минимум будет в последнюю очередь, и даже Uniswap, когда был определенный суд, они выиграли его, доказав, что они полностью децентрализированы, что, соответственно, это очень позитивный момент для всех нас. Вот. Идемте далее. Статистика новых токенов, которые выходят на DEX. Если мы посмотрим 2021 год, то всего-навсего было 8 тысяч токенов. Если мы посмотрим сейчас, то уже более 17 миллионов, даже не 13, там уже более 17 миллионов. Создать свой токен с каждым разом становится все проще и проще. И, соответственно, от этого рынок уже приобретает совсем другую форму. Почему раньше мы привыкли к цикличности, цикличности тому, что вот наши альткоины, которые мы купили, они будут расти. Потому что раньше маркетмейкерам нужны были свежие всегда активы, которые еще не запампились, да, и, соответственно, так как мало активов было, ликвидность концентрировалась на определенных коинах, токенах, да, и, соответственно, по кругу все это дело прокручивалось. Но как только стало возможно запуска новых токенов и максимально упрощенные, да, то сейчас нету интереса на самом деле возвращаться к старым проектам, если у них нету фундамента, если у них нету реальной бизнес-модели, нет никакой ценности. Только мы говорим за эти проекты. Потому что проще маркетмейкерам как бы и админам создать сейчас новый токен под какой-то нарратив рынка, то, что рынок как бы ждет, вот, да, и, соответственно, отработать его как новую идею. И если мы посмотрим глобально, то рынок изменился. Он не такой, который был ранее, который мы привыкли. И, соответственно, ликвидность сейчас, она находится в разных токенах. Хорошо ли это или плохо, это уже второй вопрос. Но если мы посмотрим даже, возьмем 4 топовых блокчейна, Binance Smart Chain, Base, Solana и Ether, то за первые 24 часа новые токены, которые выходят, они делают совокупно 758 миллионов торгового оборота. И это всего 4 блокчейна, да. А у нас еще есть там блокчейнов, там 100 плюс может быть, да. А DEX сколько сейчас развивается, с каждым разом добавляется все больше DEX. То есть это показатель того, что данная ниша, она развивается. И для нас, еще раз повторюсь, это очень хорошо, потому что это означает одно, что тот путь, который мы выбрали, он является правильным. Далее, доля скама в нише. Примерно 95% скама припадает на исходные коды контрактов. То есть заранее, где человек, покупая данный токен, теряет сразу все свои средства, без возможности вообще даже продать их в будущем. И это на самом деле одна из очень больших проблем, которые сейчас есть на рынке MVM-сетей. А 5% это токены, которые как раз-таки можно на них заработать, но есть свои определенные сложности. Если мы возьмем долю скама после нашей фильтрации, после фильтрации Lotus, у нас припадает примерно 30% на 70%. И сейчас я могу вам привести один из примеров, например, Solana. Вот мое личное мнение, почему она показала вот такой вот рост ритейла и желание вот в запусках мем-токенов, желание вот в этой торговле, это исключительно из-за того, что у них, дешевые комиссии, конечно же, хорошая команда маркетинга, это само собой, но и что является, как по мне, основой, у них нету проблемы в исходном коде контракта. То есть вы можете купить любой токен, практически, что есть на Solana, который верифицирован, и вы сможете спокойно его продать. Почему? Потому что блокчейн устроен по-другому. Методы, которые там, они верифицированы.
Что имеется в виду? То есть сам блокчейн сразу верифицирует методы и говорит, вот это вот хорошее, это плохое, это хорошее. У них там образно, там, например, там 50 методов есть, да, стандартные, которые они знают, как они работают. А другие методы, если вы будете, например, там добавлять, программисты будут добавлять, то они уже будут видоизменены, и блокчейн об этом покажет. И, соответственно, пользователь такой думает, так, нет, видоизмененный метод, я не буду такой метод, не буду такой токен покупать. Вот, и это как раз-таки их преимущество, и их буст, который как бы мы видим на рынке сейчас, да. Но все-таки MVM-чейн – это MVM-чейн, и вопрос только времени, когда и кто сделает так, что проблем в исходном коде контракта не будет, то даст определенный алгоритм и протокол, по которому можно будет работать, и, соответственно, оторговывать те или иные токены, потому что проблема глобальная. Если мы возьмем, например, сколько это в цифрах, то 3,16 миллиарда только было украдено за прошлый год. Проблемы и возможности. Какие проблемы в рынке? Это может быть проблема в плохой токеномике, в смарт-контрактах, в ликвидности или в других паттернах. Возможности. Какие возможности? Возможности появляются в том, что токены, которые выходят, они зачастую малоликвидны. Разгоняются там до сотни тысяч, а то до нескольких миллионов и тому подобное. Но их мультипликация, она прям очень высокая. И это манит как раз-таки людей, чтобы попытаться выбрать тот или иной токен, чтобы заработать и так далее. Вот на примере, например, токен вырос 17,5 тысяч раз, или токен вырос 50 тысяч раз, или токен вырос 500 раз. Да, это может быть различные токены, мем-токены, AI-нарративы, технологические проекты. По сути, тут все выходит на рынке. Вот, если так подумать, можно спросить, ну, конечно, ну, счастливчики, кто такие как бы токены купил, ну, самые первые вообще просто, ну, там, наверное, мега результаты получились. И, соответственно, скажу вам, это мы купили самые первые эти токены, один из токенов Wolf, другой Brad, третий, не помню, не скажу, как называется. Мы тестируем за свои личные деньги. И, соответственно, мы создавали продукт в первую очередь для себя, но потом, когда мы пришли к тому, что на рынке нету решений, да, но есть большая проблема, и эта проблема оценивается прям в большие торговые объемы, то тогда мы задались вопросом, а давайте тогда как бы делать это для людей, раскрыть эту технологию рынка, ну и, соответственно, зарабатывать на комиссионных. Если мы сейчас углубимся в те цифры, которые я ранее говорил, 2,3 триллиона, да, торговых объемов, которые есть сейчас, если мы уйдем вглубь и рассмотрим, а где конкретно проходит эта ликвидность, да, и кто какую долю из рынка имеет, то, соответственно, становится логично, что мы на самом деле только на начальном ее стадии развития. Например, провайдеры ликвидности имеют 13% от всего объема, который есть. Провайдеры ликвидности – это сервисы, которые помогают вам находить максимально лучшую цену, да, на рынке, который как бы есть. Снайпер-боты – 60 миллиардов торгового объема, они занимают 2,6% рынка. Что они дают? Они дают возможность покупки. Например, купить быстро токен, выставить take profit, stop loss. Это их основная функция, по сути, которая как бы необходима. Торговые терминалы – это такая эволюция дальше после торговой терминалы, веб-версии, которые дают возможность удобной торговли с возможностью там, подключения к разным мемпадам. И, соответственно, от этого можно быстрее там, купить тот или иной токен, да, выставить там take profit и stop loss и тому подобное. Например, одна из компаний за год, молодцы, сделали результат 22 миллиарда. И если посмотреть, это было всего-навсего 25 тысяч активных пользователей. То есть 25 тысяч именно активных пользователей генерирует весьма приличный торговый оборот. И это всего-навсего 0,9% от всего рынка. Остальное 2,5%. Но прямые сделки, что самое интересное, сейчас занимают прямые сделки 81%. То есть что нам это дает? Это дает понимание того, что рынок на самом-то деле еще не поделен, потому что прямые сделки через DEX – это классно, но там нету ни графиков, ни возможности хорошей аналитики, там нету возможности выставить take profit и stop loss. То есть это не торговый терминал. Кто пользовался DEX, думаю, вы знаете, как бы, да, вы пришли, вы обменяли одно на другое без какой-то дополнительной функциональности. Но это, в принципе, не задача DEX. Задача DEX – это предоставить ликвидность в рынку. Так, когда Lotus заберет n-ную часть, например, там 1%, это уже будет очень хорошие деньги. Да? Если брать на примере того же BullX, то 22 миллиарда, это, кстати, это торговый терминал. Статистика открытая, то, что им нравится в DeFi, то, что ты можешь просмотреть, проанализировать все, что происходит. Тебе не надо никому доверять. Ты посмотрел в блокчейне, действительно ли данные такие или не такие. Соответственно, за последний год было заработано в порядке 200 миллионов на комиссионных. Это при условии того, что не так много людей знает, что такое DeFi, не так много людей понимают, как пользоваться DeFi, как бы, да, и поэтому мы стоим действительно на этапе, я сказал бы, только скажем, активный рост только где-то будет собираться, возможно, в следующем как раз-таки вот этом цикле, да, который, как мы все ожидаем, когда ФРС там запустит печатальную машинку и тому подобное. Но под это мы уже готовим торговый терминал и решение, которое как раз-таки будет интересно ритейлу. Идемте далее. Почему мы?
Комплексный анализ криптопроектов. Мы анализируем максимально больше данных, мы анализируем следы просто проекта, где он был замешан, что он делал, какая репутация контракта, сколько пересечений было, ну, то есть, ну, просто до деталей. Мы об этом поговорим уже, я думаю, на следующем вебинаре, когда мы уйдем более в технические понимания, кому уже интересно более технические, как бы, наши преимущества, то мы уже это обсудим на следующей неделе. 4 года пути, 2 года аналитики, чтобы разобраться, а как по итогу должен быть торговый терминал для DeFi. То есть надо было понять, что действительно работает, а что не работает, да, плюс потратить время, соответственно, на разработку. Это то, над чем мы сейчас работаем, чтобы дать уже в рынок ту концепцию, которая действительно решит большую часть проблем, которые есть. Нами уже проанализировано более 3,5 миллиона токенов, что, соответственно, дает нам понимание в определенных закономерностях, в базе данных, которую мы используем для обучения, и в том числе для обучения нейронки, потому что мы принимаем активное участие в развитии DeFi и также AI. Это две, я считаю, самых таких горячих технологий, которые как бы сейчас есть. DeFi – это финансы, это то, к чему как бы идет мир, это полная открытость. И AI – это то, что дает нам возможность быстро анализировать данные и принимать определенные решения там, где человеческий мозг как бы просто как бы, ну, не мог бы это так быстро воспринять или среагировать. Автоматическая защита от скама – это то, что мы внедряем в нашем терминале, где человек, например, купил какой-то проект, и если проект оказался плохим, то, соответственно, мы на автоматической основе его сразу будем добавлять в черный список, и другой пользователь уже не будет его покупать, потому что такой защиты, по сути, на рынку нету. Если попал один, потом другой, потом третий, четвертый, пятый, как бы, и пока как бы максимум не смогли как бы загнать туда людей, да, и, соответственно, надо решение, где не пользователь должен писать: о, ребята, меня тут как бы, ну, на деньги обманули, да, а где мы сразу можем среагировать и добавить его в черный список. А дальше уже проводить анализ и блокировать как бы всю цепочку, в общем. 10 лет криптоиндустрии, 150 лет совокупного опыта. Наша команда, на самом деле, очень разносторонняя, и каждый профессионал в своем, за что я очень благодарен своей команде, за что я безумно ее люблю. Вот. И, соответственно, есть понимание того, что мы дойдем к тем целям, которые мы себе поставили. На данный момент на сайт уже Lotus переходит больше 30 различных стран. Мы создаем партнерство, и это, соответственно, нам помогает популяризировать наш инструментарий, тот, который мы имеем сейчас. Что такое Lotus? Lotus – это децентрализированный, мультифункциональная платформа для анализа и отслеживания DeFi токенов. Любых токенов, неважно, либо это биткоин, либо это новый токен, который вышел на рынок. Наша задача – сделать торговлю в DeFi максимально удобной, простой и, соответственно, сделать ее, главное, децентрализированной, потому что текущий инструментарий, который есть на рынке, при регистрации они запрашивают вас, например, либо генерируют вам приватные ключи. Что это означает? Это означает, ну, мы недалеко ушли от централизации, просто теперь у вас есть еще доступ к вашему приватному кошельку. Но мы долго работали над тем, а как создать такой протокол, когда на рынке такого как бы нету. И, соответственно, пришли к решению и уже его практически реализовали. И в ближайшее время мы уже его добавим, чтобы пользователи могли себе спокойно торговать, и где они и сами управляют своими средствами, они передают это, скажем, кому-то в доступ. Вот, это было очень важно, потому что, исходя из этого, уже идет следующее. Мы либо проходим юридические моменты, да, или нет. И у нас получилось, что является очень позитивным фактором, потому что мы можем пойти по пути Uniswap, по пути DAO и тому подобное, о чем мы поговорим далее. Что включает в себя Lotus? Lotus – это торговая система, которая интегрирует MEV-защиту, чтобы вы безопасно могли покупать и продавать. Маршрутизацию сделок, чтобы найти вам максимально интересную цену, исходя из тех бирж, которые мы подключили. Лимитные ордера, умные сетки и снайпинг. То есть то, что вам дает возможность удобно торговать. И главное, безопасно. Сканер безопасности – это анализатор смарт-контрактов. Мы используем свои инструментарии, мы не используем сторонние API и тому подобное в анализе токенов, потому что это очень важно на самом деле. Так как мы понимаем именно всю глубину проблем исходного кода контракта, и всю глубину токеномики, которые возможны, и других определенных паттернов, которые тоже являются важными. Так вот, как и говорил, что мы анализируем смарт-контракты, токеномику и ликвидность, и в том числе и социальную активность. Мы видим информацию о токене, о его сайте, действительно это его сайт, или это мошенники, или это, например, там они запустили этот веб-сайт уже 1550 раз, и просто собирают деньги за счет новых пользователей, которые доверились этому токену в моменте. Дальше, АИ-алгоритмы.
искусственный интеллект, который дает возможность на MVM-сетях верифицировать, получать информацию о том, хороший ли токен, нет, без верификации самого исходного кода контракта. Я понимаю, что для многих это может быть непонятно вообще, как бы, и что оно как бы дает. Если просто, максимально проще говоря, это дает нам возможность быть самыми первыми там, где другие еще не понимают, что происходит с этим контрактом. Потому что инструментарий, который есть на текущий момент на рынке, они могут дать оценку токена только тогда, когда они видят верифицированный исходный код контракта. Мы без верифицированного исходного кода контракта можем уже сказать, что находится в данном контракте. Почему это важно? Скорость покупки. Потому что есть проекты, которые изначально добавляют, например, ликвидность, а только потом верифицируют контракт. И цена уже изменилась. И, соответственно, ваша точка входа совсем будет другой. Дальше. Мы уже начали работать над AI-ассистентом, который в режиме реального времени будет вас оповещать, что является хорошо, что является плохо. Например, как бы, вы хотите купить какой-то токен, он говорит, слушайте, ну будьте осторожны, потому что там через, там, например, там 10 дней, да, у них будет разлог, который будет оцениваться в минус 30 от всего total supply токенов, и, соответственно, оно может просто упустить цену токена там на минус 70%. Вы хотя бы понимаете риск-менеджмент вас, да, вам не надо доверять, еще раз говорю, у вас просто есть анализ, и вы сами исходите уже из этих паттернов. Мы же, конечно, выводим это в единый токен-скор, чтобы человек просто видел нашу оценку. Но наша оценка, она будет разделяться на подпункты, где у вас есть возможность уже анализировать и принять для себя, что является действительно интересным, а что нет. Дальше. Утилитарный токен – это ключ к приоритетному доступу, статусу и возможности участвовать в DAO. Реферальная программа. Вознаграждение за вклад в рост сообщества. То есть у нас будет реферальная программа, будет и, скажем, уникальная реферальная программа и общедоступная, да, в зависимости от того, насколько глубоко вы хотите с нами идти, насколько глубоко вы готовы развивать нашу экосистему и тому подобное. Криптоакадемия. Мы понимаем, что те знания, которые есть у нас, ну, они есть примерно, возможно, там, ну, 0,01% рынка в целом, который есть. И, соответственно, мы будем обучать, рассказывать, показывать, потому что чем быстрее пользователи поймут, как это работает, как работает рынок в целом, тем меньше они ошибок будут делать. Чем меньше ошибок они делают, тем позитивнее это будет сказываться на всем рынке в целом. То есть от этого все заинтересованы. Идемте дальше. Наши партнеры. Lotus.io, мы запартнерились с компанией Bastion, это децентрализированная сеть, на которой примерно переходит 1 миллион пользователей. Honeypot.es, сервис, Infogroup, Memory Hub, AppSpace, TradingView, CoinDetector, ONCX. И скажу вам такую новость. У нас эта неделя была горячая на различные партнерства и переговоры. Мы общались с компанией Mantle, блокчейном их, который занимает 40-е место на CoinMarket. Они заинтересованы в том, чтобы Lotus вышел на их экосистему, подключил их экосистему к анализу, готовы у нас объявить у себя в социальных данных и, соответственно, помочь с маркетингом. Также мы общались с компанией Avalchain, буквально позавчера. Они заинтересовались также нашей технологией, и они готовы нам помогать маркетингу развиваться. Они говорят, у нас миллионы пользователей, нам интересно данное направление и тому подобное. Вчера у нас была встреча с Binance. Binance нас отправил, куда нам надо там пройти верификацию и тому подобное. То есть первое одобрение мы прошли. Что это говорит? Это говорит то, что мы точно выбрали ту цель, которая необходима, то, что интересно всем. Но только в этот момент времени у нас есть уже знания, технологии, понимание, скрипты, собранная команда, потому что те знания, которые есть, они нету их просто в общем рынке. Это только надо анализировать, копать, смотреть, работает, не работает, уходить глубже. Мы с каждым разом уже становимся все, скажем, набираем мускулы, потому что мы все равно сейчас в бета-версии, да, и с каждым разом мы уже добавляем новые функциональности, добираем то, что не работает, и подключаем и тому подобное. Преимущество токена LTS. Что такое токен LTS? Это ключ к управлению DAO, развитие децентрализированной экосистемы и координации экономических моделей. Что имеется в виду? По-простому. Деньги, которые Lotus зарабатывает, сохраняются на смарт-контракте. Дальше участники принимают решение, что с этими деньгами дальше делается. Либо идет на выкуп токенов, либо на расширение пула ликвидности, либо на покупку, не знаю, какой-то там сторонней компании, потому что есть планы как бы на это, есть пару интересных проектов, которые хотелось бы купить, потому что там хороший поток трафика, она не монетизируется, но как бы не об этом, да. Также, что дает токен? Токен – это как раз-таки, он показывает вовлеченность людей в тот путь, который мы выбрали. И, соответственно, у нас будет дашборд, где мы видим самые топовые, самые большие наши держатели, и с новые технологии мы будем раскрывать следующим образом. Например, мы сейчас добавляем топ там 10, 20, там, 30 кошельков, и им даем возможность полной автоматизации.
автоматизации take-профита, стоп-лосса, автоматизации быстрых покупок и тому подобное. Посмотрели, все отработало хорошо, как бы раскрываем дальше. Либо запустили новые уникальные фильтры, да, которые по дороге как бы мы их там доделали и тому подобное. Изначально самые выгодные позиции будут занимать люди, которые имеют наш токен. Дальше уже начинается конкуренция, потому что я говорил, людям надо будет конкурировать. Это за время, когда они хотят попасть как бы в лог, и за то, при каких оценках они, при какой стратегии они хотят распродавать тот или иной токен. Дальше. Это изменять параметры протокола, то есть иметь возможность голоса, да, на любые как бы там параметры, которые будут, например, комиссионные, либо реферальные вознаграждения, либо тому подобное. Помогать продвигать какие-то инициативы и также быть за этим вознагражденным. Идемте далее. Токеномика LTS. 75% токенов залокированы линейно, и эти токены, куда они будут идти? На DAO, то есть часть, где пользователи будут голосовать, что дальше с этими токенами мы будем делать. Либо они там и будут всегда висеть, либо нам надо будет на какие-то там стратегические как бы, развития и тому подобное. Награды основателям и партнерам. Команда 15, 5% линейно, 150 миллионов токенов. Стимулирование ключевых специалистов. Внутреннее финансирование 5% на год линейный. 50 миллионов токенов залокировано. Это операционные и юридические расходы, которые мы влечем за собой каждый день сейчас. DEX ликвидность 5%. Это обеспечение ликвидности на бирже, чтобы можно было делать непосредственно торговлю. Дальше. Симуляция роста аудитории. Сразу хочу сказать, что все расчеты выполнены нашей аналитической моделью, адаптированы под развитие торгового терминала в экосистеме DeFi с учетом ключевых рыночных, поведенческих и технологических факторов. То есть на данный момент у нас на сайт уже переходит в районе там 3-3,5 тысяч уникальных пользователей ежемесячно, да, то больше, то меньше, по-разному, в зависимости от фазы и так далее. А дальше мы планируем, что в следующем месяце это будет 40 тысяч пользователей, потом в 2027 году 117, в 2028 250, 500 000 и миллион. Дальше. Результаты и потенциал. Это, по сути, результаты, которые у нас есть на момент сейчас, на момент еще бета, когда мы еще добавляем наши технологии, улучшаем и тому подобное. Объем торгов, который мы сейчас уже выполнили, это примерно 1,5 миллиона. На самом деле это очень, как бы, скажем, начальная пока стадия, да, но с каждым разом ее будет все больше и больше, так скажем, с почином нас. Потому что терминал находился в бете, сейчас мы его открыли, есть пользователи, которые торгуют, покупают, пользуются нашей аналитикой, хотя на сайт приходит намного больше людей. С чем это связано? Я думаю, это связано с тем, что пользователи еще, возможно, не привыкли, возможно, есть какие-то сложности, которые надо будет по дороге как бы нам решить и упростить. Люди привыкли пользоваться Lotus'ом как аналитической как бы платформой, потому что изначально Lotus был только как аналитическая платформа, а сейчас как бы у нас уже есть свой встроенный торговый терминал. До конца года мы планируем сделать торговый объем 48 миллионов. Это примерно нам необходимо 2800 активных пользователей. Дальше в 2026 это 1 миллиард. В 2027 это 3,75 миллиарда. То есть в 2027 3,75 миллиарда. И в совокупности это получается 50 миллионов комиссий до конца 2027 года. Средства остаются на смарт-контракте под управлением DAO. Но если мы вспомним проекты, которые как бы есть сейчас, да, например, который проект сделал 22 миллиарда торгового оборота, и они это сделали, например, за год, то, соответственно, и заработали 200 миллионов, то я вам скажу так, это минимум на то, на что мы согласны. И даже при условии, что это минимум, в принципе, получается весьма как бы даже очень интересные цифры, и это как раз-таки показывает то, куда как бы нам развиваться, при условии той технологии, которую мы создали, потому что у нас есть очень много, скажем, чего нету вообще как бы на рынке. Просто надо будет сейчас это доносить, рассказывать, показывать, что за что отвечает и так далее. Если брать нашу личную автоторговлю, которую мы сейчас ведем, да, также в бета-версии добавляем, улучшаем, то исходя даже из тех паттернов и из тех фильтраций, которые у нас есть, уже получается средний процент 37,5. Да, это при условии, что как бы не все идеально. То задержка в покупке, то фильтрация не так отработала, тому подобное. То есть есть токен, например, который купили на $5, заработали 17, сделали 3,5 икса. Есть токен, который ушел вниз. Есть токены, которые вообще скаманули, да. Потом есть токен, который также купили, заработали, например, 12 иксов, и он просто перебивает другие убытки, которые были. То есть мы идем сейчас вот такой вот моделью. Но с каждым разом мы просто подкрутили, добавили, улучшили, модель с каждым разом становится все лучше, 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 лучше. И в ближайшее время мы запускаем наших пользователей, наших топ-холдеров, чтобы как раз-таки они могли уже попробовать нашу автоматизацию, попробовать тот функционал, который мы реализовали, ну и таким образом идти дальше к новым, скажем, нашим достижениям, победам и тому подобное. Поэтому владейте токеном LTS, участвуйте в управлении распределением DAO ресурсов, я об этом рассказал.
Да, и, в принципе, у меня все, как минимум, с первой презентации, которую мы хотели бы провести. Сейчас буду рад ответить на все ваши вопросы, которые есть. Главная задача – это в этой презентации было показать наш вектор, да, по которому мы сейчас двигаемся, и то, как концептуально будет выглядеть Lotus, и то, как он уже выглядит. А следующую презентацию я провел бы еще более, уходя в технические какие-то аспекты, чтобы было более понимание, как технически это происходит. Третью презентацию я провел бы как обзор уже нашего торгового терминала, где мы полностью расскажем, что, где, как и так далее.